Всем привет, вы на канале Christian Crypto, и в этом видео я вам покажу гайд от А до Я по мультиакингу и абузу. Мы рассмотрим это на примере мультиакинга и абуза в крипте, так как у нас с вами канал о крипте, но это также применимо к любому роду деятельности. Есть много видео на ютубе на данную тему, но большинство из них многим будут непонятны, особенно новичкам, так как в них достаточно много лишней и сложной информации. Я вам покажу и расскажу простыми словами, без лишней воды, на личном примере, как делаю именно я. Итак, давайте для начала разберемся, что такое абуз и зачем он вообще нужен, и что такое сам по себе мультиакинг и как с помощью этого заработать. Мультиакинг — это когда у вас есть много аккаунтов чего-либо для каких-то определенных целей. Итак, я расскажу и покажу сразу на примере. Вот мы видим наш телеграм-канал Christian Crypto. И вот, к примеру, в нем мы проходили полностью тестнет от Хавах и получили за него дроп. В среднем на один аккаунт мы получали 100 токенов. Эти 100 токенов можно было продать на Bybit по 1 центу в первый день. Соответственно, с одного аккаунта мы получали $10 при нулевых затратах. Ну и здесь уже можно посчитать, у нас $10. К примеру, у вас есть 10 аккаунтов для начала, это уже $100 за достаточно простые действия. Если у вас, например, 100 аккаунтов, то это уже, соответственно, $1000. Также вот, например, мы проходили тестнет от Tsunami Exchange. Здесь мы также получили в среднем $10 на аккаунт. Ну, соответственно, это тоже с 10 аккаунтов $100, со 100 аккаунтов уже $1000. Но это такие мелкие тестнеты. И согласитесь, прибыль не такая уж большая, как можно ожидать в крипте. Но, к примеру, если вы со своими этими 10 аккаунтами или 100 аккаунтами делали Arbitrum или Aptos или Blur, там уже раздавали на один аккаунт по 3-5 тысяч долларов. Соответственно, уже можем считать $3000, 10 аккаунтов, $30 000 за достаточно простые действия. Также и Blur, Aptos, которые тоже раздавали по $5000, $3000. К примеру, у вас есть 100 аккаунтов, это, соответственно, $500 000. Следовательно, какой вывод мы можем сделать? Что мультиакинг — это инструмент масштабирования вашей деятельности в крипте и, соответственно, увеличивания вашего дохода в крипте. Собственно, давайте уже перейдем к делу, к тому, что нам понадобится для мультиакинга. Во-первых, это Anti-Detect браузер. Лично я пользуюсь Dolphin, так как в нем 10 профилей бесплатно, но он самый новый, самый удобный. Как по мне, это лучшее решение. По ссылке в описании регистрируемся и скачиваем его. Далее логинимся уже в скачанной программе. И вот мы залогинились. Давайте сделаем так, чтобы у нас в каждом нашем профиле добавлялся сразу MetaMask. Для этого копируем ссылку на расширение MetaMask. По ссылке в описании можете ее взять. И в левом меню вот здесь нажимаем на Puzzle. И здесь нажимаем справа вверху на плюсик. Здесь вставляем ссылку, которую мы скопировали. И нажимаем Create. Все, мы видим, у нас добавился MetaMask. Теперь он у нас будет сразу создаваться во всех наших профилях, которые мы создадим. Напомню, бесплатно у нас здесь 10 профилей. Если вам нужно еще 10, то можете просто создать новый аккаунт Dolphin и там создать еще 10 профилей. И так до бесконечности. Итак, давайте создадим наш новый профиль. Нажимаем Create профиль. И здесь его назовем, например, аккаунт 1. Далее мы здесь выбираем, в какой системе у нас будет отображаться. Это на самом деле без разницы. Я выбираю Windows. Далее, для чего мы будем использовать. Выберем Crypto. И дальше у нас самое важное — это прокси. Здесь нажимаем New Proxy. И здесь нам уже нужен прокси. Я покупаю прокси на ProxyLine. Ссылка будет в описании. Здесь регистрируемся. И далее нам нужно купить прокси. Здесь нажимаем «Новый заказ». Выбираем тип «Индивидуальные прокси». Версия IP, IPv4 обязательно. Дальше нам нужно выбрать страну. Я беру Германию, так как на нее нет никаких санкций. Далее внизу нам нужно выбрать количество прокси. Я советую вам начать сначала с 10 аккаунтов, поэтому выбираем 10 прокси. И срок я обычно беру 30 дней и потом просто продлеваю. Получается 10 прокси на 30 дней, это 1358 рублей по курсу, который сейчас, или $17,7. Но вам это обойдется дешевле, если вы используете мой купон CHRIS. Можете его сами написать или скопировать из описания, нажимаете «Применить». И вот у вас скидка 5%, и это уже 1290 рублей, или же $16,82. Далее вам нужно будет пополнить баланс. Вот здесь вот нажимаем внизу «Пополнить баланс». И нас сразу перекидывает на пополнение баланса на уже нужную сумму. Итак, после оплаты у нас вот здесь появляется вот такой вот прокси. И нам вот эти данные нужно ввести в Dolphin. Для этого нажимаем вот здесь галочку. Вот здесь вот, где получить прокси, нажимаем SOX 5. Он у нас скачивает текстовый файл. Из этого текстового файла мы копируем наш прокси. В Dolphin вот здесь вот выбираем SOX 5. Вставляем наш прокси.
Мы видим, у нас здесь появилась галочка, значит все работает. Далее идем ниже, и вот здесь вот мы видим операционную систему, которую будет использовать. Здесь можем потыкать несколько раз. Вот здесь вот WebRTC нажимаем подменять. Canvas ставим шум, WebGL ставим шум. Здесь вручную. Здесь в инфо на разных профилях меняем по-разному. Выбираем здесь видеокарту, процессор. На самом деле это можно и менять, но если у вас, например, 100 профилей, то раз в 10 профилей лучше менять. Далее здесь ставим шум, здесь авто. Здесь ничего не меняем. Далее процессор и память можем тоже раз в 10 профилей менять по-разному. И далее здесь ничего не меняем и ставим вот здесь галочку Do Not Track. Итак, на этом все. Здесь нажимаем новый отпечаток. У нас все сохраняется и нажимаем создать. И вот у нас создался аккаунт. Давайте войдем в него, нажимаем запуск. Вот он у нас запустился. Здесь видим, у нас открывается сразу же MetaMask. Итак, давайте поговорим теперь о том, как нам сразу создать много аккаунтов MetaMask. Для этого переходим на CoinTool. Вот здесь в левом меню мотаем вниз и выбираем Batch Wallet Generate. Здесь выбираем сеть, в которой вам нужны кошельки, например, сеть эфира. Вписываем, сколько нам нужно кошельков, например, 10 штук. Здесь нам пишет, что нам нужно отключить интернет и использовать режим инкогнито. Давайте так и сделаем. Отключаем интернет, входим в режим инкогнито, нажимаем на стрелочку. И вот у нас здесь появляется 10 профилей MetaMask. Для удобства здесь нажимаем экспорт, они у нас скачиваются. Далее переходим в Google таблицы. Если вы ими еще не пользуетесь, очень советую вам начать ими пользоваться. И здесь нажимаем файл, импортировать. Выбираем файл, который мы скачали, нажимаем открыть. И нажимаем импортировать данные. И вот у нас появляется таблица с нашими кошельками. Далее в наших профилях входим в MetaMask с помощью этих данных. И здесь нажимаем импортировать кошелек. Вставляем нашу сид-фразу, далее пароль и нажимаем импортировать. Все, вот у нас импортировался наш кошелек MetaMask. И точно так же делаем на всех наших профилях. Итак, что нам понадобится далее? А это нам понадобятся соцсети. Так как в сфере крипты они нужны практически везде, особенно твиттеры и дискорды. Поэтому их мы сейчас и купим. Я это делаю на Dark Store. Итак, переходим по ссылке в описании. Первым делом нам понадобится Twitter. Twitter мы обязательно покупаем подтвержденные по SMS, поэтому ищем здесь подтвержденные по SMS. Вот мы видим подтвержденные по SMS по 20 рублей. Советую вам покупать с пометочкой топ. Это значит, что они проверенные. Давайте нажимаем купить. И здесь все так же выбираем способ оплаты, вписываем email, оплачиваем. После покупки мы вот здесь видим кнопочку скачать, нажимаем скачать. У нас скачивается файлик с нашими данными. Здесь его открываем и видим вот здесь все нужные нам данные. Переходим в нашем профиле в Twitter. Здесь нажимаем войти, пишем наш логин и пишем пароль. Далее вписываем наш номер телефона, копируем его отсюда, нажимаем далее. И все, мы вошли в наш Twitter аккаунт. И здесь сразу же переходим в наш профиль. Смотрим, что у нас здесь есть. У нас ни одной записи. Сразу же можем сделать несколько твитов. Делаем твит, также подписываемся на несколько аккаунтов Твиттера. Можем сделать пару ретвитов, написать комментарий. Это все нам нужно для активности, чтобы не заблокировали наш аккаунт. Также на всякий случай в Твиттере меняем пароль. На этом аккаунте я ничего менять не буду, поэтому если кому нужен Твиттер аккаунт, можете забрать вот все данные. И так далее, что нам понадобится, это Discord. Поэтому вот здесь в категориях на Dark Store выбираем Discord. Discord аккаунт нам нужен будет подтвержденный по SMS, поэтому ищем подтвержденный по SMS. Вот мы видим активирован по SMS. Берем, например, этот. Также желательно, чтобы почта была в комплекте. Здесь есть почта в комплекте. Нам она тоже много где понадобится. И также здесь покупаем. Так вот мы купили. Здесь нажимаем снова кнопочку скачать. У нас скачивается файлик с нашими данными. Открываем его. Здесь видим наши данные. Почта, как видим, у нас здесь Rambler. Поэтому пишем здесь Rambler. Вписываем здесь нашу почту и пароль. Нажимаем войти. Проходим верификацию. И вот наша почта. Здесь опять же можем сменить пароль. Для этого нажимаем на наш аккаунт, сменить пароль. И здесь меняем наш пароль. Я опять же ничего менять не буду. Можете взять эту почту, кому надо. Ну и давайте дальше зайдем в наш Discord. Переходим в Discord. Нажимаем логин. И здесь мы будем входить достаточно интересным способом через токен. Для этого нажимаем F12. Переходим в консоль. Здесь нам нужно вставить вот такую команду. Ее вы сможете найти у меня в телеграм-канале. Переходим в телеграм-канал, нажимаем на закрепленное сообщение. В закрепленном сообщении будет не это видео, а видео, которое вы сейчас смотрите. И первый же комментарий будет с этой командой. Итак, в команде мы видим вот здесь вот ваш токен.
И вместо этого нам нужно вставить как раз таки наш токен, для этого его копируем. Здесь стираем наш токен и в кавычки вставляем наш токен. Нажимаем Enter. И вот у нас происходит вход. Мы вошли в наш аккаунт. Здесь также можем поменять наш пароль. Видим, что у нас привязан номер телефона. И также можем поменять имя, аватарку. Я ничего менять не буду, поэтому кому нужен аккаунт Discord, опять же можете забрать. Вот все данные. Итак, давайте теперь разберемся с пополнением и выводом средств с наших кошельков. Для этого мы будем использовать связку Bybit плюс OKX. Поэтому если у вас нет аккаунтов на этих биржах, то по ссылке в описании регистрируемся на Bybit и регистрируемся на OKX. Итак, смотрите, с Bybit мы будем пополнять наши кошельки, а на OKX мы будем выводить с наших кошельков. И почему же именно OKX? А потому что у OKX есть такая интересная функция, как субаккаунт. Давайте разберемся, что это такое, для чего же нам это нужно. Переходим в субаккаунт. И здесь мы видим управление нашими субаккаунтами. Итак, давайте разберемся, что такое субаккаунт. Субаккаунт — это как отдельный аккаунт на бирже, только привязанный к вашему основному профилю. Это очень удобно, так как не нужно создавать отдельные аккаунты на биржах. Для этого можно использовать субаккаунты. Всего субаккаунтов здесь можно сделать 5 штук. Итак, давайте попробуем создать субаккаунт. Нажимаем «Создать». Здесь вписываем имя, придумываем пароль и выбираем стандартный субаккаунт. Здесь ставим галочку «Внесение средств» и нажимаем «Создать». После того, как вы создали субаккаунт, вот здесь вот нажимаем на Switch и тем самым переключаемся на наш субаккаунт. Или же можно вот здесь справа вверху нажать на «Сменить аккаунт». И здесь у вас будут все ваши субаккаунты и нажимаем просто «Переключиться». Здесь же можно переключиться и на основной аккаунт. Итак, здесь нам нужно нажать на кнопочку «Пополнить». Здесь выбираем монету, которую мы хотим пополнить, например, это эфириум, и выбираем сеть. Здесь «Продолжить». И вот здесь внизу мы можем создавать новые биржевые адреса. Это нам как раз и нужно, так как под каждый кошелек нам нужен отдельный биржевой адрес. Для того, чтобы кошельки не связывать между собой и не попасть в блэк-лист проекта, который раздает airdrop. Всего на одном субаккаунте можно создать 20 новых биржевых адресов. Получается 20 биржевых адресов на одном субаккаунте, всего субаккаунтов 5. То есть мы можем выводить со 100 кошельков на один аккаунт OKX. И я думаю, нам этого будет вполне достаточно. Итак, давайте подведем итог. У нас есть антидетект браузер Dolphin с 10 бесплатными профилями. Также мы для каждого профиля купили прокси на ProxyLine. Мы можем создавать сразу много кошельков с помощью CoinTool. Также на Darkstore мы купили твиттеры, дискорды и почты. И мы используем связку Bybit плюс OKX. С Bybit мы пополняем наши кошельки, а на OKX на наши субаккаунты мы выводим с кошельков. И также настоятельно рекомендую начать пользоваться Google таблицами, если вы этого еще не делаете, так как это очень помогает структурировать информацию. А это нам с вами очень важно. Ну и на этом все. Видео получилось достаточно подробным и информативным. Я вам дал всю основу для мультиакинга. Но также есть некоторые фишки и дополнительные инструменты, например, как автоматизация всего процесса. И об этом я также могу снять еще одно видео. Если вам это интересно, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И обязательно поставьте лайк, я очень старался дать вам максимально полезную информацию. И подписывайтесь на телеграм-канал по ссылке в описании. И также у нас есть чат, где вы можете задать свои вопросы, если вам что-то было непонятно или с чем-то возникли трудности. Там вам обязательно ответят и помогут. Ну и на этом все. Всем спасибо, всем пока.